Привет! Пока я безуспешно ожидаю заказанные мной больше месяца назад беспроводные наушники вкладыши Baseus W05, сегодня в ролике я расскажу тебе про, наверное, самую младшую их модель WM01, которая по праву может занять первое место в списке самых компактных беспроводных наушников, что я когда-либо держал в своих руках. Но тут я скорее имею в виду непосредственно зарядный кредл, потому как сама гарнитура здесь уже более стандартных размеров. По крайней мере, миниатюрными эти наушники не назовешь. Их габариты очень схожи с таковыми в наушниках от Halo линейки GT. И тем не менее, давай обо всем по порядку. Поставляются наушники в небольшой квадратной белой коробке из плотного картона с изображением самого устройства на лицевой стороне. Внутри нас встречает зарядный кейс с уложенными в него наушниками, а рядом в небольшой коробочке положили кабель USB-C и комплект сменных амбушюр. Про краткое руководство пользователя и гарантийный талон тут также не забыли. Примечательно, что за их небольшую стоимость в $16 здесь установлен именно Type-C разъем, да и в целом материалы, а также сама сборка очень качественные за эти деньги. Петля крышки пластиковая, без доводчика, крышка закрывается плотно, фиксируясь на магнит. Полностью вместе с наушниками устройство весит всего 33 грамма, а без 24. Габариты кейса по длине, ширине и высоте составляют 45 на 45 и на 32 мм соответственно. Разумеется, при таких размерах ожидать большой емкости батарейки не стоит. Здесь установили аккумулятор на 300 мАч, а в каждый наушник по 40. И тем не менее, на одном заряде в моем тесте автономности на 100% громкости наушники отыграли 4 часа и 8 минут. Как я уже сказал в самом начале, наушники по размеру очень схожи с таковыми от Halo линейки GT, да и в ушах сидят также удобно. Единственный момент — это комплектные амбушюры. Здесь они не совсем стандартные, оттого найти им замену будет весьма проблематично. Лично мне даже самый большой их размер оказался мал, так что пришлось надевать свои. И вот при использовании уплотнителей должного размера звук в наушниках преобразился. Несмотря на присутствие на борту лишь одного единственного аудиокодека SBC, звучат наушники хорошо. Можно даже сказать, что по звуку они лучше, чем Redmi AirDots, особенно по части баса. Его в этих наушниках хоть отбавляй. А вот середина классически убрана вниз, создавая V-образную частотную кривую. Таким образом и получается, что в данных наушниках звук больше заточен на преобладание баса. Ну а верхние частоты хоть и довольно звонкие, но не создают дискомфорта во время прослушивания музыки. Так что в целом частотная картина мне понравилась. За свои деньги отыгрывают они на все 100%. Из конструктивных особенностей самих наушников мне бы хотелось отметить одно интересное решение. Дело все в том, что из-за компактных габаритов самого кейса посадочные места под наушники расположены очень близко друг к другу, и для того, чтобы наушники было удобно оттуда доставать, боковые грани на их корпусах немного приплюснуты под пальцы, а в местах непосредственного хвата установлены серые силиконовые вставки, чтобы наушники не выскальзывали, когда их достаешь. И вот, казалось бы, такая мелочь, а ведь это очень удобно. Сенсорные области для управления функциями мультимедиа выделены глянцевыми вставками и имеют хороший отклик на касание, при этом издавая характерный звуковой сигнал в самих наушниках. Для управления доступны следующие жесты. Двойной тап по правому наушнику во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а при входящем звонке по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. А вот двойное касание по левому наушнику вызывает голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах. Удержание пальца на сенсоре в течение 2 секунд позволит переключать треки на правом наушнике вперед, на левом назад. Также данное действие во время входящего звонка позволит отклонить вызов. Регулировать громкость, к сожалению, с наушников нельзя. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этой модели. Проверяем работу микрофонов в наушниках Baseus WM01. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас открываю окна, создаю максимум ветра, так чтобы не сюда сдувало со всех сторон. Плюс звук от дороги, от проезжающих мимо машин на скорости. Вот так отрабатывают микрофоны в этих наушниках. Можешь оценить их качество. Ну и по традиции второй тест. Тест с печкой. Сейчас прибавляю ее на 2, на 3. И вот так вот на 4 максимум шума мне выдает печка. И вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Baseus WM01. Можешь услышать сам, посмотреть, как это будет работать при таких условиях использования. В
В наушниках Baseus WM01 отсутствует поддержка специального игрового режима с низкой задержкой, но тем не менее в PUBG Mobile, по моим замерам, ее значение составляет около 100-110 миллисекунд, что по своей сути не так уж и плохо и позволит поиграть вполне себе комфортно. Разумеется, при условии, что ты не профессиональный игрок. В YouTube данные наушники также ведут себя хорошо, отставание звука от видео на слух мной не замечено. Подключение к смартфону происходит по изъятию наушников из кейса. Ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. За связь отвечает 5-й Bluetooth. Сигнал в целом стабильный, и прерываний как на улице, так и в домашних условиях использования я лично не обнаружил. Единственный момент, который я заметил, это когда поправляешь наушник в ухе, держась пальцами за боковые грани, случается кратковременный обрыв соединения на доли секунды. Но затем связь тут же восстанавливается. Но если пользоваться управлением с наушников, то такого не происходит. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что за свои 16 баксов наушники получились довольно годными. Это такой компактный бюджетный вариант гарнитуры без лишних наворотов. По крайней мере, собраны они качественно, сидят в ушах удобно, да и музыка в них звучит хорошо. В принципе, как показала практика, при желании в них можно даже поиграть или посмотреть ролики на YouTube. Так что по итогу получился такой хороший вариант на каждый день. Таким образом, ничего плохого я об этих наушниках сказать не могу. Очень бюджетно и доступно. Для пробы первых своих беспроводных наушников их вполне можно рассматривать. А вот покупать их или нет, в конечном итоге, конечно же, решать только тебе. Я же постарался сегодня максимально подробно и за короткое время рассказать все об этой модели. Ну и на этом, как ты понимаешь, у меня на сегодня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже совсем скоро в следующем моем видео. Пока-пока.